Друзья, напомню, что в Санкт-Петербурге работает моя персональная выставка. Кроме понедельника и вторника, вход с Малой Гребецкой рядом с домом номер 5. Это галерея живописи XX века. Выставка продлится до 15 января. Ценители живописи, конечно, знают, что работы нужно смотреть живьем. Другая энергия. Елена Поп. Слава, а где же красные сапоги? Пропущенный звонок. Они дошли до выставки? Дошли, конечно. Просто для них, для этих сапог красных и еще некоторых работ создан отдельный зал. Они развешаны в особенном помещении, чтобы не пугать трудящихся. Марина Урванцева. Слава, а вы случайно одежду не сами шьете? Да нет, было дело, когда я, в юности совсем ранней, мне так было интересно. Модные ходят люди с клешами, брюки-клеш раньше делали. И я сел за машинку, значит, у меня ножная была. И 3, что ли, или 4 различных варианта сшил. Мне было интересно, просто интересно было. Меня заразил мой друг, он сам шил брюки, и, в общем-то, на нем так это все было классно. Но у него были не клеш, а наоборот, такие короткие, по щиколотку. Мода разная была. Ольга Будаева. Как бы хотелось рассмотреть каждую вашу картину. Приезжайте на выставку в Санкт-Петербург и рассмотрите. Георгий Х5Ш. Уважаемый Слава, расскажите, пожалуйста, про выставки. Какие расходы, оправдывают ли они себя? А то, как подумаешь, страшно становится их проводить. Если страшно, конечно, не надо проводить. Расходы разные условия. Самые хорошие условия, когда художник не платит, а он платит своим творчеством, например, 1-2 работы. Вот на этой выставке именно так. Это зависит от галерейщиков, от вашего уровня, в общем, от многих вещей. И нужно всегда идти на какие-то компромиссы, может быть, рисковать. Цены на картины нужно проработать так с пристрастием, в зависимости от сегодняшней именно вашей ситуации. В любом случае нужно искать возможность, чтобы показывать свои работы. Я за это. Интернет в помощь, естественно. Active Life. Вячеслав, скажите, после какого количества красок замес становится сложным? Поздравляю с выставкой. Спасибо. Да дело не в количестве, мы же с вами не бухгалтеры. Что ж мы будем со счетами, с калькулятором сидеть и считать, сколько красок ты замесил? Видение – основа. И если избегать прямых таких вот цветов из тюбика, открытых, ведь в природе нет открытых цветов. Всегда все во взаимовлиянии, правда? Даже если мы находимся дома. Где-то какой-то цвет влияет и изменяет его, даже если он открытый, вот как красный условно, да? Тряпка красная. На улице она будет пропитана холодным цветом, значит, холодный добавляйте. В помещении, может быть, теплым она еще рефлексирует, значит, еще теплую добавляйте. Плюс белила. Нет такого понимания, что 3 краски или 2 краски и уже сложный цвет. Все здесь, все в мозгах, в видении нашем. Порой даже открытый или близкий к открытому цвет так работает, потому что он в сочетании с другими. Дело все в сочетании. Ищите вот эти гармонические связи между пятнами, и все. Елена Пухарева. Все-таки для женщины это непросто. Дело в том, что на открытии я рисовал шаржи. Люди попросили и в очередь встали увидеть свои не самые любимые и гипертрофированные черты в шарже. Смелые женщины. Я бы ни за что не отважилась. Наверное, профессия мешает. Да нет, это не профессия. Это просто такой взгляд, на себя. Хочется всегда выглядеть хорошо, даже на шарже. Да. А мне наоборот импонирует, когда меня
рисует, ну так прям. Ну главное, чтобы рисунок был, ну жестко. Это очень интересно. Вопрос в том, может ли человек посмеяться над собой, ну так, искренне, без всякой такой вот натуги. Слава, вы могли бы наоборот в несколько взмахов карандаша изобразить красотку из любого из портретируемых, уловив характерные черты, чтобы было узнаваемо. Да, думаю, да, это несложно. Менее интересно для меня, но несложно. Можно попробовать как-нибудь. Винс Наталья. Есть ли большая разница между вашими уроками и учебой в художке? Можете обсудить все минусы и плюсы. Можно ли стать настоящим художником, только пройдя курс онлайн-учебы? Ну, Пикассо, как известно, один курс всего проучился, потом забросил и стал великим художником. Разницы, на мой взгляд, нет. Может быть, самодисциплина, либо ежедневный поход в учебное заведение. Ну, ведь хорошо, ну, в институте, в академии в любом случае мы предоставлены сами себе, и кто-то роет вот эту яму, гранит науки этой грызет, а кто-то спустя рукава ходит на занятия. Но есть ежедневная возможность рисовать, и целый день, и еще под контролем. Не знаю, думаю, что разница, конечно же, есть. Всегда вопрос в педагогах, наверное, самый важный. Если вы находите в академии или где-либо педагога, чьи работы вам интересны, даже если он несколько слов говорит или вообще ничего не говорит, вы можете многому научиться, может быть, большему, чем в здании какой-то самой суперакадемии, но где педагоги на вас не обращают внимания, либо обращают, но их квалификация невысока. Не знаю, друзья, что скажете на этот счет? Ведариус. Я тоже сразу обратил внимание на то, что этот зимний пейзаж отличается от натуры. Но именно это отличие мне сразу же и понравилось. В картине больше динамики, экспрессии. В ней есть отношение автора к сюжету, авторское переживание момента. Одним словом, жизнь. Разве не по этому критерию мы отличаем настоящее искусство от просто мастеровитой работы, пусть даже исполненной в безупречной технике? Автору канала огромная искренняя благодарность. Спасибо вам. К этому не сразу приходишь, я имею в виду, к тому, чтобы вложить в работу не только мастеровитость, но и душу, да, рассматривать мотив как средство для передачи ощущений, писать ощущения. Не сразу все это приходит. Сначала ты должен мастеровито прорабатывать одно за другим задание. Кстати, прямой эфир будет 15 числа в 14 часов. Я куплю цветы, поставлю на подоконник, и на фоне зимнего пейзажа за окном, на разнице тепла в помещении и холода там, я построю этот эфир, эту работу. Вы будете видеть, как я пишу с нуля маслом на холсте, и мы потом пообщаемся. Так что подключайтесь к эфиру. Я буду писать творческую работу, будет интересно и неожиданно для меня самого. Я ставлю перед собой задачу, и как я ее буду выполнять, не знаю. Вот игра момента, ценность момента, как пойдет. Что касается этого пейзажа, он писался на академичке, и меняющееся состояние, зимнее, особенно мне интересно. Но белый снег, когда тонкие отношения неба к снегу, заднего плана деревьев, избушка, это баня, все очень интересно, сдержанно. И построить из этого динамическую композицию очень интересно. Задача сложная. Антонина Захария. Подмалевок тоже, оказывается, надо уметь грамотно написать. У меня вопрос по переходам. Я на них буквально застопарилась. Та же драпировка, тело, то есть после подмалевка.
Тот же элементарный пояс, скажем, на платье у меня получается не плавный, путаница. В английскую красную намешала умбру в тенях, в цветах в английскую красную намешиваю белил, плюс чуть охры. И тут застопорилась. Или застопорилась, наверное. Это надо же так их плавно соединить, чтобы полутон получился, объем. И вот на днях была я в церкви. Мои глаза вдруг увидели росписи и драпировок, и тела святых. Смотрю пристально, пытаясь запомнить. Вроде запомнила. А что, фоткой можно, фотоаппаратом чиркнуть на бесшумном. Сажусь за холст, не запомнила. Помогите разобраться с переходами. Благодарю. А их пальцем можно замазать. Слияние одного с другим. Или мягкая кисточка. Есть такая кисточка какая-то, она филейная какая-то. Филейной части-то нет. Это у другого. Ну, такая вот тонкая такая. Она легко очень размазывать можно. Переходы делать. Ну, такая плоская вот такая. И мягкая бывает. И делайте ей переходы. Купите такую. Или какой-нибудь колонок взять. И очень аккуратненько делайте все переходы, и все. Не надо ничего запоминать у других. У себя лучше делайте. Друзья, не забывайте отмечаться на канале, в канале, как дальнобойщики говорят. Так, и предлагаю посмотреть вам кино 617 «Живописный алгоритм». Пока, ребята.